Ребятушки, всем доброго, прекрасного утра, турецкого, теплого, несмотря на то, что у нас зима, на улице тепленько так. Смотрите, мы сейчас приехали в ГАИ, в Ларе находится, да, в Ларе, кстати. Смотрите, здесь ГАИ, и какая огромная парковка, просто гигантская такая парковища. А у нас в ГАИ приезжаешь в России, в любой ГАИ не приедь, в Москве в частности, мест вообще нету, все стоят вот так, вот так, все для людей сделано. Так, ну в ГАИ, естественно, снимать нельзя. Мне даже замечание сделали, что я снаружи снимаю. Внутри вообще никого народа, пусто. И вот сейчас свои дела там Алджай решил буквально там за 3 минуты мы зашли, народ никого, все, там бумаги отдал, забрал, что нужно, и все. Очень круто. Я лично знаю Лару, ну, по отелям, как, наверное, все, там Адали Лара, Тренди Лара, все, что находится на береговой линии Лара. А вот в городе, вот внутри, я ни разу не был, то есть мы гуляли только вдоль там улочек вот этих, ресторанчиков, торговых центров небольших. Ну, вот я вам сейчас покажу сам городок. Ну, на самом деле, очень приятный. По ощущениям, знаете, сразу такой тихий, спокойный. Но здесь, кстати, тоже живут русские, вот, много. Но в Кони-Алтып живет больше русских, чем в Ларе. Но Лару тоже любят. Мы сейчас зайдем в кафешечку, позавтракаем. У нас сейчас раннее утро. Это у нас даже не кафе, это пекарня. Смотрите, здесь пекут свежий хлеб. Вон там все это производство, все здесь делают. Куча всяких сладостей. Бутерброды есть. Мой любимый сырный пирог. Семиты есть, сладости. Ну и чай тоже здесь есть турецкий. 2 вот таких сырных пирога, чай. Все удовольствие. 17 лир. Это что-то в районе 100 рублей. И так вот стоит позавтракать в Ларе, ну и в Анталии, в принципе. Ну и вообще в Турции, наверное. Всем доброе утро, приятного аппетита. Немножко прогуляемся по улочкам, по внутренним. Ну, очень приятные такие улочки. Здесь даже вот сейчас приезжали, был такой, знаете, квартал на итальянский очень похож. Апельсины на деревьях растут. И мандарин. Ешь не хочу, называется. Самокаты здесь тоже вот в аренду есть. Несколько фирм тут самокатов, такие зеленые и синие. Какая красота на набережной. Но набережная здесь высокая, то есть с пляжами тут немножко не очень удачно, потому что, видите, высокий обрыв, туда дальше есть пляж, где можно купаться. Ну, а так прогуляться, покататься на велосипеде. Очень здорово, красивая набережная. Ну, красота необыкновенная вообще. Здесь же у нас парк Дюден, который я вам много раз показывал. Туда водопад, который многие могут видеть, когда летят на самолете. Слева по борту он обычно, ну, если не меняют направление посадки. Много кафешек здесь на набережной. Ну и туда вглубь уходят уже жилые кварталы. Перемещаться по городу можно на автобусе. Много автобусов ходит. Можно прям до отеля доехать. В саму Анталию можно доехать. Для автобусов есть специальные приложения, прям все в поисковике приложения забивайте Анталия Карт, дается вот такое приложение. Там есть русский язык, и вы можете прям маршрут построить, откуда вам куда надо, и он покажет, на каком автобусе можно доехать. И расписание даже есть автобус, когда куда придет. Здесь в Ларе есть такой райончик Гюзелоба. Здесь такая территория вилл. Может, когда ехали в отель куда-нибудь в Адалию или Лару, то есть проезжаешь слева, видно этот райончик. Так, ну вообще эти виллы продаются. Давайте быстренько заглянем туда. Пока есть такая возможность, покажу. Вдруг кому интересно. А в цене первые этажи вот есть со своим садом, скажем, небольшой территорией. Это все будет озеленение делаться. Там в районе 100 тысяч долларов цена. Если кому интересно поподробнее, пишите, я сниму. Вот, ну или в Инстаграм мне пишите, я узнаю, расскажу все. Свой бассейн, такая территория, и есть еще дуплекс вот с этой стороны. То есть первый этаж и второй этаж. Здесь уже, по-моему, в районе 140 тысяч долларов стоит. Напротив соседи, ну, стройка завершается. То есть не одна вилла, таких вилл много разных строится. Ну, так здесь приятно. Парковка своя внизу, фитнес-зал. Но здесь без хамама. И газ тут есть.
есть на первом этаже нет газового отопления, а просто плита газовая, на втором есть газовое отопление. Но если есть газ, то можно, конечно, реализовать отопление. Это будет дешевле, чем электричеством отапливаться. Охрана своя, паркинг свой, езжайте, прям внизу парковка. И вот такое окружение вокруг. Здесь вот недострой какой-то, потому что в Турции надо быть тоже аккуратно, только через проверенных людей все это делать, чтобы вот не получилось так, что у вас недостроят. Ну и по районам надо тоже понимать, очень много разных районов. То есть вот там у нас в Анталии, Кони-Алты, кто-то больше предпочитает, кто-то вот такие вот тихие места, уютные. Но здесь, видите, сейчас вот тихо, лет через 5 здесь будет все застроено, я больше чем уверен. Там что земли не так много в Анталии остается. И здесь прям будет жилой массив, и ценник будет вообще намного дороже. Что здесь, что в Анталии, во всех районах Лиман, Хурма. Вот. Ну, по районам тоже надо определяться. Если что, в Инстаграм пишите, я вам подскажу. До пляжа пешком 25 минут, на машине 4 минуты показываю. Здесь в этих виллах, знаете, как больше такая загородная жизнь. Такое тихое, уютное место. Ну, естественно, когда вся стройка закончится. Вот. А там, в Кони-Алты, там как-то больше город, больше цивилизации. Здесь, чтобы куда-то выехать, вам там на пляж придется ехать на велосипеде, на машине. Там как бы раз, вроде бы и расстояние то же самое, но по ощущениям, знаете, здесь прям так отдаление такое небольшое. Но опять же, это сейчас, через 5 лет, я думаю, здесь прям жизнь будет кипеть. Да, выбор вилл здесь, конечно, большой. Ну, как виллы и квартиры здесь даже есть. Ну, такая вот жизнь больше нравится, как, знаете, загородная. Ну и опять же, по транспортной доступности здесь автобусы вот ходят. Автобус сели куда угодно. Хоть в Кони-Алты, хоть в Дюден парк. Не очень далеко все это будет. Магазины, шок, все есть. Смотрите, есть даже такие виллы 6+1. Огромные, представляете, 6+1. Здесь есть свой бассейн. Такая зона для отдыха. Естественно, здесь есть не только виллы, есть еще и квартиры. Это райончик Гюзелоба. Это Лара у нас. Кто помнит, мы здесь гуляли. Здесь такое здание. Раньше был отель. Сейчас уже реставрируют. Что-то будет новенькое. Здесь уже Лара. Туда у нас низ отели пошли. Клаб Сера отель. Вот мы здесь гуляли, прям совсем рядышком. Есть своя охраняемая въездная группа. Вход по домофону в подъезд. Так, давайте покажу вам квартиру на 4-м этаже. Так, слева у нас большая гостиная. Отдельная кухня отделена дверью, можно открыть, закрыть. Встроенная техника вся, ну, за исключением посудомойки и холодильника. Газовый котел, Бодерус, кондей. Просто обалденнейший вид на море. Смотрите, какая красота. Ну, это здание отреставрируется, естественно. Там у нас Лара, горы видно, снег. И отсюда же есть проход на второй балкон. Сейчас мы с вами туда попадем через внутреннюю зону. Это не балкон, это у нас гостиная. То есть здесь есть французский балкон. Вид просто потрясный. Представляете, так сидишь, завтракаешь, смотришь на эту красоту, на это море. Так, здесь тоже кондиционер. Так, вот у нас входная зона, дверь. Шкафы уже встроенные. Так, здесь у нас санузел. Туалет, раковина, душевая кабина. Так, еще одна комната, кондиционер тоже есть. И здесь еще балкончик такой. И там, я так понимаю, запасной выход еще есть. И здесь тоже вид на горы. Там снизу бассейн. Так, давайте выйдем, посмотрим. Здесь вот бассейн. Там есть маленький, большой, но, естественно, не в сезон он не работает. В сезон будет работать детская площадка. Вон там вот горки. Еще одна комната. Здесь тоже такой французский балкон. Кондиционер тоже висит. Шкаф встроенный уже. Даже два с одной стороны и с другой. И еще один санузел. Раковина, душевая кабина. Туалет и шкафчик такой вот сделан. Если солнце мешает или море, то есть роль ставни, электронное управление. Здесь, кстати, тоже еще один балкон, который французский можно открыть. Нажали, закрыли, все, окно стемно. Смотрите, прям дома есть кнопка лифта. То есть нажал, выходишь, лифт тебя там встречает. И плюс еще система управления котлом Бодерус. То есть можно меню там настроить, температуру. И все это дело управляет еще теплым полом. То есть здесь теплый пол. То есть квартира будет очень теплая.
Здесь у нас 90 квадратных метров. Ну, квартира просто шикарнейшая. Вид это вообще просто бомба. Парковка есть еще подземная, саун, фитнеса нет. Как вам квартира? Вот это, конечно, квартира с видом на море, это вообще просто бомба. Я бы очень хотел в такой квартире жить. Вообще супер просто. Вот прилегающая территория. То, что рядом с домом. Тут прям вообще активная жизнь. Все кипит, бурлит. Торговый центр есть, рынок. Слушайте, ну сам городок Лару очень приятный. Я что-то думал, что он поменьше. А так на самом деле такой не маленький городок. И приятно прям очень. Тут все деревья такие красивые, райончики все такие ухоженные, уютные. Ну, естественно, если здесь поискать, тоже можно найти квартиру и в доме постарее. То есть, ну, есть новое жилье, есть старое жилье. Вот разные можно найти на разный бюджет абсолютно. 1+1, 2+1, с мебелью, без мебели. И от этого, конечно, уже зависит цена. Да, здесь и магазины «Шок», и общественный транспорт очень хорошо развит, самокаты везде. Кафешки, заведения, вот Семит Сарай, там можно Семит съесть, хлебушек, какой-нибудь чай выпить, кофе. Очень приятный город. Мне прям понравилось. Кто тут жил? Пишите. Или в отелях, или здесь квартира. Зашли в кафешечку такую, небольшую. Ну, очень уютно, очень приятно. Тут даже завтраки есть, булки, вкусняшки всякие, чай, кофе. И смотрите, вот так перекусить, такие лепешки с сыром и чай. 35 лир. Ну, я сейчас на 6 умножаю. Это получается 210 рублей. Сейчас курс 5,7, но все равно банки, они по-разному конвертируют. То 5,7, то 5,8, то 6. То есть в зависимости от дня как-то плавает курс. Вот. Я, грубо говоря, по 6 считаю. Ну, 5,5, 5,7, без разницы. Ну, небольшая разница получается. Ну, то есть вот так вот, да? По 100 рублей можно чайку выпить с лепешечкой. Ой, ну красота. Взял себе так чайку с лимончиком, сел на солнышке. Вообще класс. Уютно, комфортно, тепло. Что ну вообще обалденно сидишь, загораешь, солнышко, тепло. Это у нас сейчас зима, представляете? Февраль месяц. Погода шикарная. Я в куртке, мне просто очень жарко. С утра просто прохладно было. Вот эти булки с сыром очень вкусные. Сыр, кунжут, обалденно. Приятно. Вот в Турции почему-то не принято пить чай с лимоном. Но я всегда прошу лимончик. По старой русской традиции чай с лимоном и сахарочку, пару кусочков. Смотрите, здесь даже детская площадка есть. Но чая надо брать 2 сразу, потому что они маленькие. А мы русские привыкли пить много чая. Так, булочку съел, чайку попил, все. Полон сил, энергии, можно покорять просторы вселенной дальше. Смотрите, на самом деле от Лары минут 10-15 ехать, и мы уже в Анталии, в Кони-Алты точнее, здесь все Анталия. И здесь уже рядышком старый город, вот туда налево если поехать, то есть очень близко. Калеичи, порт, вот эта вся красота. Так, ну что, мы вернулись к нам, в Кони-Алты. Здесь у нас есть такой райончик, Улуч называется, ну, то есть тут граница Улуч и Унджалы район. Такой очень классный, такой элитный район. То есть здесь прям, знаете, как у нас принято говорить, как за границей, вот здесь также. Очень классное место. Кто-то себе строит такую виллу, собственно, это чья-то собственная большая вилла, стройка идет, представляете? Как круто, там бассейн, все. Здесь очень классные комплексы, своей территории, благоустроено все.
приятный район прям. Европа. Заехали на заправку и смотрите, по поводу цен на бензин. 14,50 вот стоит дизель, 95-й 14,27. Ну, смотрите, 14,50, если мы умножим на 5,8 сейчас курс, это получается 84 рубля за 1 литр. Вот. Но я знаю один способ, как вообще не платить за бензин. Ездить бесплатно. Это ездить на велосипеде. Что я и сделал. Первым делом приехал в Турцию, купил себе велосипед. Никитос купил, сейчас остальным всем членам семьи куплю. И спокойно до набережной вообще можно в любое время суток кататься. Утром, днем, ночью. Не, ну машина, конечно, тоже нужна. И поэтому здесь все покупают такие, стараются покупать, чтобы экономный был. Или дизель, или малолитражки какие-нибудь. Так, ну смотрите, обещал вам рассказывать по поводу электричества. Сейчас пришел счет за электричество. И нам пришло 929 лир. Умножаем на 5,8, это 538 рублей. У нас нет газа, как бы к дому подведен, но не подключали, как бы можно подключить. На самом деле немало. Но сейчас зима, такие всего 2 месяца, январь-февраль самые холодные. Вот. И плюс у нас еще как бы такая северная сторона, у нас солнце только часа в 3 появляется с одной стороны, и потом за гору уходит, то есть квартира не нагревается. Но с другой стороны плюс, потому что здесь больше тепла, чем холода. И сейчас, когда тепло будет, когда лето будет, меньше надо будет пользоваться кондеями. Вот. И посмотрим, сколько там будет цена на электричество, сколько счет будет приходить. И сейчас вернулись домой уже. Здесь у нас, конечно, хорошо. Кони-Алтай. Классно. Горы у нас там. Но такой вид, конечно, сложно найти. Квартиры редко попадают, в основном вон там вот в жилом массиве. Заскочил шок еще. Ой, этот Мигрос продуктов набрал немножечко. Так, давайте я вам покажу. Вот видите, как у нас вот здесь в 2 часа выходит солнце. И вот туда проходит, и где-то вот часов 5 туда заходит. То есть получается небольшой отрезок солнца у нас попадает вот на одну стену. Вот, а вторая стена у нас в тени получается. То есть как бы это вот один вариант, но зато у нас вид на горы. И ветра вот здесь нет, что ветер оттуда вот все время дует, и из-за горы тоже не дует. Вот, ну и плюс, я сейчас, знаете, что подумал, потому что когда мы только купили квартиру, здесь никто не жил, она холодная была, очень холодная, все стены, полы, все промерзшее было. Ну, как промерзшее, не до минуса, а просто все очень холодное. Естественно, пока все это нагрелось, набралось, очень много приходилось подключать кондей. Вот, практически у нас 3 кондея, практически постоянно они работают. Естественно, сейчас нагрелось, уже меньше включаем. Посмотрим, сколько будет в следующем месяце. То есть, я думаю, поменьше должно быть. Ну, пусть будет теплее. Потом воду у нас нагревает бойлер. Здесь на крышах ставят бочки такие. И они тоже нагревают воду. У нас пока бойлер. То есть, надо тоже поставить. И даже вот такой день, если на улице прохладно, даже 10 градусов, а солнце есть, они очень хорошо нагреваются, прям кипяток идет. Опаньки, и у нас тут в детской обновление. Мы продали вот этот шкаф-кровать, выложили в русскую группу, за 1500 лир продали. И купили детям вот такой вот стеллаж, стул и кресло в Икее. Прям заказали и ездили туда, поскольку у нас такой стеллаж был уже. Тоже икеевский, прям идеально все, вот так вот Жанна подобрала. Такая красота. Ну сюда еще картину что-нибудь придумаем, повесим шторки. Что-нибудь. Классно, знаете что? Да, знаете что? У нас, пока папа не снимал, у нас в комнате произошло обновление ПО. ПО? Ну просто. Ну просто так. Привет, лисичка. Привет, папа, зачем тебе? Стекло. Вот это зеркала, которые нам тоже повесить.